Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Бритье, бритье, бритье. Сегодня у нас будет очень такое интересное, необычное, я бы сказал, даже познавательное в некоторой степени или в некоторых местах бритье, потому что у нас сегодня трио. Оно полностью европейское, я бы даже сказал англо-саксоно-польского происхождения. И все это благодаря Михе Ржевскому, Магнитогорск. Спасибо ему огромное за то, что дал возможность вам все это показать. Но вы на крупный план, смотрите там что да как, я начинаю, догоняйте. Это и есть наша гремучая смесь на сегодня. И начнем, пожалуй, как обычно, со станка. Станок появился на канале благодаря Михаилу Ржевскому, как он сам себя называет в ВК, Миха Ржевский. Он приобрел его себе совсем недавно, он ему чрезвычайно нравится, и посмотрите, как он за ним ухаживает. Здесь стоит несанкционированная вставочка, вот такая прокладка из плотной бумаги. Я так подозреваю, что Миха ее поставил специально, чтобы не царапались поверхности. Сейчас пока временно мы ее уберем и приступим к рассмотрению станка. И легкому такому, просто созерцательному, даже не сравнению, а просто дружеской беседе, что ли, диалогу вместе с Мюлле R89. Итак, что представляет Эдвин Джаггер? Трехсоставной станок. Станки, во-первых, по образу и подобию самой головы, они, конечно же, как две капли воды похожи на Мюлле R89, к этому вернемся чуточку позже, но вот во всем остальном с этими станками, ребята, у меня, честно сказать, просто небольшая засада. Если, допустим, обыкновенный, вот самый простой станок, который вот есть у Эдвина Джаггера, вы можете рассмотреть где-то в пределах 26 фунтов стерлингов. На сегодняшний день там скидка, их отдают за 23,40 для нас же, если мы будем брать из-за рубежа. Всю эту красоту можно взять за 19,50. Казалось бы, да, небольшие деньги. Ладно, хорошо, силуминовая голова хорошего качества, да, конечно. Но и ручка, все понятно. 20 фунтов стерлингов, по сути 2000. Но там идет дальше перетрубация. Если, допустим, говорить вот за такой станок, как Миха нам прислал, то этот станок уже в районе 46 фунтов стерлингов. И если будем брать мы с учетом той скидки, которая сейчас есть, может обойтись за 3-4,50. Согласитесь, 3,5-2000 это уже как бы разница. Голова остается та же самая, меняется ручка и все. А кто-то может сказать, Виктор, что ты голову грузишь, другая ручка, там лишних 15 фунтов стерлингов попросили, полтора косаря за ручку. Что тут удивительного, ребята? А удивительное то, что самый дорогой станок, который там есть, который я нашел, он вообще больше 80 фунтов стерлингов. Станок из нержавейки, понятно, он сделан полностью из нержавейки. А вот там, который самый дорогой, по-моему, 86, что ли, фунтов стерлингов. Насколько я понял, по сайту, там та же самая голова и опять же другая ручка. Это что, вы хотите сказать, что там 60 фунтов стерлингов ручка такая стоит, что ли? В это я верю с трудом. Поэтому для меня вот с этой стороны Эдвин Джаггер это, конечно же, загадка. А так, если посмотреть просто не заморачиваясь ценой, ребят, посмотрите, сама элегантность. Ручка имитация под рог. Естественно, это не рог, это акрил. Высококачественный, подозреваю. Посмотрите, как играет, как отполированная кость рог. Формы такие витиеватые, но не вычурные, не склоняются куда-то в индийскую тему. Хотя я думаю, что все-таки это с Индией что-то подчеркнуто, потому что для Англии вот этот орнамент как-то, вот этот, да, а этот я что-то там как-то так, хотя я не специалист по Англии, что я там могу сказать. И подошли к самой голове. Вот на этом этапе я бы хотел попросить помощи зала и прийти его корефана. Это Мюлле R89. Ручки мы, ребята, убираем. Потому что ручки здесь, они как бы разные от слова совсем. Вот, посмотрите. Это. То есть как бы вот. А вот эти две части, вот они должны совпадать. Здесь следующая история, которая приключилась лично для меня в области Мюлле и Эдвин Джаггер, потому что, с одной стороны, все хором кричат, что это полностью, целиком и полностью подобие. С другой стороны, есть люди, которые как бы глубоко входили в эту тему и говорят, что да,
как бы R89 и Edwin Jagger 89 это одно и то же, но владельцы компании договорились, что они могут вносить мелкие какие-то там отличия и использовать их на свое усмотрение. Поэтому давайте я сейчас сделаю, наверное, покрупнее, и мы с вами поподробнее посмотрим, что ж тут у нас такое. Поехали. Нижние части. Нижняя плита. Так, давайте верхнюю, наверное, сторону уберем. Так. Ну, здесь вот так завяжи глаза, да? Переметай, тынь. Где какая? Да и фиг ли бы его знал. Ну, единственное отличие, которое я сейчас сам для себя вижу, это то, что вот здесь вот следы эксплуатации, то есть вот здесь вот потертость идет, а здесь он девственно чист. Вот все различия. Остальное, эргономика, вот эти все волнистые, волнующие каждого взрослого мужика перепады, такие изгибы, которые напоминают женскую талию или что-то там вот такое вот, но они полностью одинаковые. И отличия у нас будут только с этой стороны, которая заключается в том, что на Эдвине Джаггере нанесена вот эта вот дыдыщ, ну как, лого, не лого, ну печать какая-то что ли. А все остальное, ну чисто визуально одно и то же. Совершенно. Я как-то говорил не раз и не два, что качество изготовления у Эдвина Джаггера мне нравится больше. Там эстетика как-то повыше, чем у немцев. Ну да, говорил. Но вот сейчас, глядя вот на эти два изделия, что-то как-то я бы вот так прямо не сказал, смотрите, вот это так, а это так. Вот видите, я же говорил. Вот сейчас что-то я так прям даже и не могу сказать. Ну, не говорить же про штамп, что это победа эстетики. Давайте посмотрим про верхние крышки. Ну, здесь практически тот же самый вуаля. Ну, то есть, найдите хотя бы одно отличие. Да нету нифига. Все одно и то же. С торца, ну и сверху. А чё ж я так решил-то, что Эдвин Джаггер поэстетичней? Ну вот, ребята, я вам показал все на камеру. Если кто-то и заметил какие-то отличия, ну вот напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что я со своей колокольни вообще нифига ничего не увидел. То есть, да вроде одинаковые. Я не знаю, может быть, ну я не знаю. Так, давайте, наверное, последнее сравнение проведем. Конечно же, оно будет за уши притянутое, потому что это не измерительные какие-то приборы, а просто вот так чисто визуально, на глаз, как вот мы с вами можем оценить, насколько отличаются два станка. Но чисто внешне, если не использовать никакие измерительные инструменты, то они и тут одинаковы. Практически близнецы-братья. Ну все, побаловались. Давайте, наверное, теперь уже будем вставлять лезвие. Ах, да, сегодня решил взять Seven-O'Clock от Gillette. Они первые под руку попались. Но, с другой стороны, они, в принципе-то, могут и сыграть в Эдвине Джаггере. Для меня этот станок среднеагрессивный. И самые лучшие, самые оптимальные результаты я получаю с мягкими лезвиями. Это RPL, предел мечтаний. Вот если я поставлю сюда RPL, я буду мурлыкать как мартовский кот. После литра сметаны мне больше нафиг ничего не надо. Seven-O'Clock, конечно же, не такие мягкие, как RPL. Они чуточку слегка поострее. Но тешу себя надеждой, что у меня сегодня получится. Все-таки вот получится. Ну, посмотрим, как оно будет. Ну, с другой стороны, если харю даже и разнесу, ну, ради науки не жалко. Так, вставили, смотрим. Кончики лезвия, видите, да? Чуть-чуть, самый децл. Вот прям масипуську немного выходит. Да вроде все ровно.
вот этой красотой сегодня и побреемся. А нам поможет мыл Da Vinci. Точно так же, как и автошейв, который сегодня я покажу чуточку позже, это тоже работа Михи. Миха все это прислал. И весь вот этот вот кипиш-то начался в основном-то из-за этого мыла, потому что ему очень интересно было всем ребятам мыло это показать, ну и спросить, а что да как. Но в принципе-то я его понимаю, потому что для меня лично компания Da Vinci это чрезвычайно такая, знаете, какая-то, ну, та еще история. То есть, с одной стороны, да, я понимаю, люди с середины прошлого века занимаются кистями, в том числе и бритвенными. Он даже мыло пытаются что-то там делать. Да, да. Но вы попробуйте их найти офсайт. Тот, который найдете, там кроме как кисточках для артистов, макияжных, зубных кисточках, там кисточках для художников, вообще ничего нету больше. Вообще никакой бритвенной темы вы там не найдете. Разумное какое-то, более-менее адекватное, информационное можете найти все-таки в одном видео на ютубе выпуска 2012 года, где там белые люди, языка не слышно, не говорят, сидят, чешут кисточки и делают кисти Da Vinci. Кисти Da Vinci, конечно, выглядят сногсшибающе. Это просто эстетика, возведенная в куб. Может даже, ну не в куб, может в квадрат. Ну хорошо, хорошо выглядят. От всей души надеюсь, что они и бреют точно так же. Но где, мать вашу, вот это просто взять и ваш офсайт посмотреть, потому что к ним вот так просто не придешь. А начинаешь когда гуглить, вот на это Da Vinci Uoma откликается столько всего. Начиная от каких-то там ребят, которые не пойми чем, какой-то информационной составляющей занимаются в Италии, и заканчивая там и арт-клубами какими-то, и художниками, и рекламными кампаниями, и какими-то производствами, короче, все что угодно, только не вот этот самый Da Vinci Uoma. Найти их непросто. Но вот, тем не менее, Миха справился с этой задачей, купил мыло. Я не могу сказать, сколько оно стоит, не нашел, а он нашел. А он не сказал, а я нет. Нет, я бы сказал, но я не нашел. Он нашел, но не сказал. Ну, ладно, оставим эту тему. Короче, мыло, вот из чего оно сделано. Если я правильно перевел с французского или английского, какой здесь язык есть, это все-таки веганское мыло, там что-то с пальмоливом связано, с пальмой связано, вес 40 грамм. Ребята,
Я знаю одно место, где можно посмотреть, там наверняка должен быть ценник. Я посмотрю, и тут наверняка сейчас цена где-нибудь появится, а может даже еще и скриншот. Все, это пока пропускаем. Мыло, ну точно так же, как все остальное немецкое. Свежей информации об этой компании у меня совершенно никакой нет. Та информация, которая датируется 12, 13, 14 годом, но она явно устарела. Ввиду притока свежей рабочей силы в Германию, вполне себе возможно, что там уже и не белые люди сидят и чешут. А может быть уже черные там сидят, чешут эти кисточки и делают мыло. Ну, в конце концов, доносилась же такая информация о других компаниях, чем это может быть лучше или хуже. Поэтому сейчас вот что это из себя представляет, мы посмотрим. Само мыло твердое, упаковано шикарно. Вес 40 грамм объяснить никак не могу. Поначалу будете крутить, но потом привыкнете, что нет здесь никакой резьбы, а это всего лишь крышка. И вот это твердое мыло с очень интересным запахом. Я бы не назвал его мужским, женским тоже, впрочем. Наверное, это все-таки унисекс. Это вот еще полшага, и это что-то спортивное. Еще полшага, это что-то такое, знаете, энерджайзер, что-то такое. Но оно не настолько агрессивное, не настолько массированное. Посмотрим, как оно бреет. И там уже будем дальше за него думать. Ну а баночка красивая, что тут ничего не скажешь. Вот такая баночка. А поможет нам взбить это мыло вот такой красотуль. Так, дайте-ка его поменьше маленько сделаю. Это он настолько здоровый, что даже в экран не вылазит. Масита. Почему-то сегодня решил взять этого 86-граммового красавца длиной ровно 120 мм, ручка у которого 70 и длина узла 50. Имитация подрог. Это высококачественный акрил, но эстетика на высоте, надписи, года. Все соблюдено. И еще одна есть интересная особенность у этого помазка, даже не у этого, а у помазков этой компании. Люди пока смотрят на них на картинке и говорят, ну что, ну помазок обыкновенный. И все охи, вздохи, ахи, эпитеты начинаются после того, когда они начинают ими бриться. Я за все время, наверное, уже где-то 3 или 4 вот таких человека встретил. Все, это все, что я знаю об этом помазке. И на закуску. А на закуску у нас Варс Классик. Классическая война, что ли, или что это? Вот Варс. Нет, там война, по-моему, по-другому пишется. Жидкое доголение. Польский лосьон после бритья. Изготавливается, по-моему, Познань или где? Ну, где-то там, вот недалеко совершенно. Или Гданьск. Вот где-то там. И что мне интересно порадовало, вот смотрите, 2 описания. Вернее, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Из 7 описаний лишь 2 описания. Вот такие вот мощные. Русский-то я разгадал. Тут столько всего написано, и как хранить, и что с ним делать, и прочее. А вот это вот что из-за язык, я не угадал последний. Ну, я не такой уж и полиглот. Крепкость 60 алкоголя, объем 90 мл, адреса, пароли, явки. Краков, господи, собрался Гданьск, Познань. В Кракове делается. Так вот, официально поставляется в Российскую Федерацию, продается на всех углах и поворотах, где это доступно, от 70 до 200 рублей. Про 60% я уже сказал, но есть еще одна фишка у этого автошеева. Везде его описывают так, что просто любая спящая красавица, к которой подходит мужик, набрызгавшись предварительно вот этим варсом, просто обязана проснуться, поцеловать этого мужика в засос, сказать: «Я ваша навеки», и больше никогда от него не отцепляться. Вот опереться на его твердое, что у него там есть, плечо или еще что-то, и вот так вот весь путь по жизни с ним и пройти. Вот так, говорят, пахнет эта штука. Ну, несколько основных нот, в коих входит и в том числе и сандал, и мох, и что-то там еще. Вот они как-то так с женским подсознанием играют злую шутку. Ну, на самом деле, когда я вот понюхал, и запах-то да, запах интересный, но не настолько, чтобы женщины теряли голову, но определенно он, конечно же, не унисекс. Это конкретно ярко выраженный мужской, причем старой школы. Как это будет эффективно работать на лице, вот это мы сегодня с вами, ребята, и проверим. Все, пошли бриться. Достаю то самое мыло. Ну, упаковано, конечно же, шикарно.
Я думаю, в баночке мы с ним ничего не будем делать. Я ее вот так уберу сразу подальше. Лейбочку мы, наверное, оставим, а поработаем вот с этой стороны. Вот этим самым красавцем. Хоть он у нас и длиннорукий, можно было бы даже в чаше работать, но, наверное, будем работать сразу на лице. Сейчас я его вот так вот чуть-чуть пропитал водичкой. Лишнее уберу и наберем. Пенится хорошо. Те зачатки, початки, которые пошли, стоять, Маруська, блин. Ну что ж, такое тоже бывает. И надо сейчас сразу на лицо в качестве пришеева. Вот так, пускай пока работает, а мы продолжим набирать. Несмотря на то, что рука чуть-чуть мокрая с мылом, ну, в принципе, помазок держится нормально, хорошо. Ай, тут же лейбочка. В одно из преимуществ набирания в руке я чувствую, что он уже чванькает. То есть вот так вот по-хорошему он уже залипать начнет. Да, я это чувствую. Первый раз, когда я увидел, как люди сбивают пену в руке, я, честно сказать, не сразу-то понял. Она на рука вообще вот это все надо-то. Сейчас я бы, пожалуй, объяснил это так. Во-первых, вот если бы мы сейчас пошли на лицо, вот всю ту густоту, которую помазок набрал, мы бы, конечно же, перенесли на лицо, и нам пришлось бы там все это доводить до нужной кондиции, там где-то взбить, где-то водички добавить. Но на лице не всегда это порой удобно, а в руке же это гораздо проще. Поэтому, если мы сейчас вот до нужной кондиции доведем все это в руке, потом мы легко переходим на лицо, и все у нас будет хорошо. Так, чуть-чуть водички. Ну, густовато, конечно, но я боюсь, что если я сейчас пережижу, переводню, то у меня резко увеличится объем пены, она начнет вываливаться из рук, и что мне потом со всем этим делать? Да, вот этот момент я не продумал. Так, она уже вываливается. Ну вот смотрите, ребят, местами еще, как вот здесь, например, крупная дисперсия осталась, все остальное уже перешло в вуаля безе. И я думаю, что вот с этим продуктом уже можно идти на лицо. Все, пошли на лицо, будем наносить. Все, что было на руке, я перенес на помазок. И только так я смог освободить руку для того, чтобы сделать компресс. Но вот сейчас смотрю, что дисперсия чуть-чуть маленечко увеличилась. Не пойму. Ой, пена завоздушена, блин. Я ее завоздушил. Это можно вылечить, если еще чуть-чуть добрать. Вот так вот, да. И чуть-чуть загустить. Вот это, пожалуй, наверное. Ну, сейчас давайте вот этот первый проход пройдем, посмотрим. И там, если что, я маленько добавлю. Для бритья этого, в принципе-то, вот то, что сейчас есть, это достаточно, это нормально, это хорошо. Но вот эта завоздушенность, которую я устроил, она не хороша для оценки параметрических данных мыла как такового. Ручка, на удивление, когда руки мокрые, она не скользит, залипает вот эта белая штука. Так. Ну что, с Богом, авось не зарежет.
Ага. Что будет дальше, посмотрим. Несмотря на завоздушенность пены, побритость нормально. По скольжению вот тут она пострадала. Тут могло бы быть и лучше. Так, чуть-чуть намочу, чуть-чуть сейчас доберу. Так. Во. И все. Так, сори, братцы. Тут просто ручка удобная и нравится, и иногда заигрываешься. Промывается хорошо. Ну прям что-то как-то это, на удивление безмятежно. Я уже забыл, когда последний раз так 89-й головой брился. Странно это для меня. Вообще-то я ждал, что сегодня у тех ребят, которые по хардкору отрабатывают и обожают, когда я тут весь хохотальник разношу, вот у них сегодня будет праздник. Но почему-то этого не случилось. Пока я пытаюсь понять, почему.
Но тут без дополнительных вот этих вот, наверное, не обойтись. Все, ребят. Ну, тут демонстрировать, сами понимаете, сегодня ничего не приходится. Хотя тут кое-что и осталось, и оно даже вон какого качества, стоячок. Это лишний раз подтверждает, что вот это вот, то, что я выжимаю с узла и показываю вам, по большому счету это ни о чем не говорит. Косвенно немного по Москве, косвенно немного о мыле. Но так, чтобы, знаете, вот прям какой-то яркий фактор, что вот поэтому можно было бы судить, нет. Это просто еще раз одна возможность полюбоваться, что осталось по Москве. Вот и все. Хорошо. Сейчас пока сидел на компрессе, пытался воедино собрать мысли, бодренько разбегающиеся в разные стороны. Но лейтмотив — это удивлен. Удивлен и несколько ошарашен. Во-первых, находкой. Не ожидал, что Seven O'Clock в 89-й главе для меня сыграют так. Вы знаете, возможно, некоторую роль сыграло то, что 89-я Астра, когда я кайфанул с ней на 41-й голове, побился так, что просто хотелось, чтобы прорвало пукан, улететь на звездное место и новую эту большую медведицу перестроить заново. Вот так было хорошо. Я думал, вообще просто это идеал. Просто идеал. Каково же было мое удивление, когда, взяв зеленую Астру и поставив на R89 Мюлле, блин, война и немцы. Не, война и мир. Война и мир. Тут такое месиво было, это просто шо-пипец. И вот с тех пор зарекся. 89 глава только РПЛ и все. Вот с РПЛ у меня все хорошо, нормально. Да, там где-то что-то маленечко останется. Зато все остальное нормально выглядит и, в принципе-то, ну так, достойно, хорошо. Как только начинаю что-то среднеагрессивное или агрессивное в R89 ставить, все в хлам, полностью, весь хохотальник. Ну и Seven O'Clock, да? Но Seven O'Clock их не назовешь мягкими. Они поострее РПЛ. Это где-то середка, где-то вот так вот. Ну и... Ну, то есть прям удивлен. Так, давайте бахнем. 60% у нас есть. Отметим это дело, хорошо побрились. Дозатор гуманный, нормальный, хороший. Не перетрясете, сколько хотите, столько и выдавите. И даже поорать нету, блин. Грусть, печаль, тоска. А надежды были. Фух. Блин, как же бывает-то, смотрите, как интересно. Вы знаете, когда я вот нюхнул вот эту вот красоту прямо из флакона, ну да, что-то там за сандал, за какие-то мхи, там за какое-то покорение женских сердец, там какие-то речи ведут, ну обычный хороший запах, нормальный. А вот сейчас, когда на руки нанес на лицо, где-то, знаете, какой-то отголосок, блеска 4711 пронеслась. Хотя где 4711 и где Word? Да, Word. Ну, давайте вначале по уходовым. Сейчас уже наполовину впиталось. Я думаю, пройдет совсем немного времени, и это уйдет, пока приятно.
Пока приятно, они здесь явственно ощущаются, понятно, что они здесь есть. Сам запах, насколько он магичен, силен и очарователен для нашей прекрасной половины человечества, я не знаю. На любимый испытаю чуть позже, когда буду монтировать, я вам там отдельную ремарочку где-то здесь напишу. Лично для меня, я бы его не стал выпячивать наперед 4711, я бы даже и сравнивать не стал, я бы их просто разнес на разные позиции. По яркости они оба хороши, оба хороши. По свежести 4711 для меня несомненный фаворит, вот в этих двух был бы. Но и в какие-то аутсайдеры Works записывать я бы тоже не стал, потому что он играет свои тональности по своим правилам, и у него ноты несколько другие. Сандал, он здесь не выпячивает, здесь не выпячивает, и ярко выраженного вы его здесь вряд ли встретите. Мох. Но если здесь и был запах моха, то он уже мхом покрылся, и здесь тоже как-то он сильно не превалирует. Но вот тот аромат, который здесь есть, несомненно, это олдскульная какая-то направленность. Это, ну, как бы не 80-й, 70-й, что-то вот такое даже, если еще не раньше. Вот такое по запаху, несомненно, приятно. Я думаю, что этот продукт достаточно сбалансированный, он найдет своего потребителя и, скорее всего, уже нашел. Потому что, ну, вот с такими данными, все уже высохло, все. Липкости не будет, высыхает быстро, уходовые есть, по запаху чертовски притягателен и приятен. Какого-то зашкала, такого, что вау, свистать всех наверх, ты чё, must have. Нет, тут бы я не сказал. За 4711 тоже бы не сказал, потому что там цитрусовая тематика, она не всем заходит, хотя он просто бомба. Этот же не бомба, это бомбенок, вот что-нибудь такое. Дифирамбы пить не стал бы, но за 170-200 рублей, ребята, ну это не деньги для этого автошейва. Просто можете брать и просто можете пользоваться. 90 мл, оригинальная фунфырика, коробка, стекляшечка. То есть вполне себе нормальный, хороший продукт. Интересная штука. Вот если взять по пятибалльной шкале, если бы, например, 47.11 я бы поставил 5,5, ну потому что он душу теребит. Этот душу не теребит, но он показывает свою основательность, свое качество. И не его вина, что он у меня там внутри в душе что-то там не заделал, так вот дынь-дынь, как кошак весной там под окошком не теребонит, и у меня там сука, ты замолчишь когда-нибудь. Вот такого нет что-то. Просто хороший продукт, но наверняка есть люди, которые, до которых он смог достучаться и нашел ту самую струну, и они на одной волне и вместе поют. Интересная штука. В любом случае, если вы где-то будете проходить мимо, не проходите мимо. Вот за 200 рублей, за 170 рублей на него можно обратить внимание и попробовать, дать ему шанс. А уж приживется, не приживется в вашем доме, это каждый сможет решить сам. Тем более, что здесь запах не унисекс, он ярко выраженный мужской. Не в смысле там портянками, носками, мужским потом. Нет, это просто мужской. Хороший запах. Ну, еще раз, Михе, спасибо. Помазок. Помазок прогнозируемо, стабильно. Сегодня удивил, что выпало 2 волоска. За сколько тут? За 5-е, за 7-е бритье. 2 волоска. Трагедии устраивать не буду, руки ломать. Да, пожалуй, тоже что не буду. Биться головой об стену. Ну, еще рано, еще рано. Вот давайте подождем, что будет дальше. Вот у меня внутри почему-то так стоит, вот не знаю, вот насколько это коррелируется с реальностью, с действительностью. Если в новом помазке для меня лично выпадает больше 10-15 волосков, я начинаю напрягаться. В пределах 10-15 не столь важно. Я на это трагедии с этого не строю. А вот если больше 15-20, вот тут уже есть как бы момент такой. Вот тут уже жим-жим наступает. А что будет дальше? А посыпется, не посыпется? А ну как весь высыпется. Все пропало. А что у нас от перхоти есть? Укрепление волос. Ну что тут всякие дурацкие мысли начинают в голову лезть. Ну а 2 волоска. Ну посмотрим, что он дальше покажет. Надеюсь, что все будет нормально, все хорошо. Так, мыл. Опять же, спасибо Михе. Но я даже не знаю, что вам сказать. Ребят, как и в каждом видео, я выражаю сугубо свои мысли, свое мнение, которое никоим образом не является выражением мысли всего сообщества. Я свои. Вот ты вот сейчас меня смотришь, вот запиши ролик, выложи, это будут твои. А вот то, что я сейчас делаю, это мои.
Ну, то есть, вот выяснили, да? Так вот, я не знаю, как относиться к этому мылу. Для меня это одна из компаний, к которым я не знаю, как относиться. Потому что у них есть такие вещи, которые заставляют к ним относиться как бы с пиететом, а есть такие вещи, которые вызывают непонимание и недоразумение, недоумение в конце концов. Вот если говорить конкретно за это мыло, 40 грамм, 750 рублей, или сколько там, 740, ну это до хрена, явно до хрена. С одной стороны, можно было бы подумать, что Da Vinci это как бы компания, которая специализируется на лакшери продукции, там да-да-дам, ля-ля тополя, там, ну, ты что, не понимаешь, что ли? Ну да, понимаю, но в бритье-то сегодня это как-то так я не проникся. Для меня в бритье это сегодня получилось, ну, уровень прораза. Ну, прораза-то не 700 рублей за 40 грамм, там как бы другое. Возможно. Я с первого раза его не понял, там сделал что-то не так, там перевоздушил, потом с водой, бла-бла, 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 все может быть. Но вы меня хоть режьте на куски, но я не какой-то просветленный гуру, который там мечтает заполучить кусочек мыла такого, чтобы оно ему с первого раза не дало себя понять. И вот там как-то пытаться там проявить свою какую-то гениальную такую вот мысль, и вот как-то вот допетрить, и вот сделать так, что вот все-таки вот если не с первого, то с 25-го раза я все-таки сделаю из него пену. Ребят, мне просто ехать, мне шашечки не нужны. Я если взял в руки, сбивая пену, бреюсь, и у меня получается с первого раза, так я доволен и счастлив. И мне совершенно по барабану, насколько именитое или насколько нищенское имя у этого мыла. Мне главное качество и в эксплуатации. Много именитых мыл, которые я брал в руки, и они с первого раза мне не давали, ну, в смысле себя понять. Но я не считаю, что это достоинство. Есть люди, которые, глядя на имя и на ту несуразницу, которая в работе происходит с этим мылом, пытаются как-то это оправдать. Да ты ничего не понимаешь, надо вот найти к нему подход, надо сделать так. Кому надо найти подход? Той компании, которая выпускает это мыло? Да, вполне себе может быть. Мне нахрен не надо. Я взял, я хочу бриться. То есть вот такие какие-то мысли в голове бегают, и я не знаю, насколько я прав, насколько не прав. Может, я перебарщиваю, а может, наоборот, я еще, знаете, так щадяще все сказал. То есть это вот вы сами подумаете, сами определитесь. Я считаю, что я прав. Мне взял, и вот, если все хорошо, то и мне хорошо. Вот я за это. Здесь же этого не было. Запах он здесь хорош, но не сногсшибателен и, ну скажем так, ну вот этого уровня. То есть звезд неба не хватает, но и не днище какое-то. То есть вполне себе стабильный, хороший, качественный, нормальный запах. По пятибалльной системе на 4. То есть и не зашквар, и не звезда в голове, не звезда в небе. То есть вот что-то такое. Хороший запах. И при всем при том, Da Vinci фирма, которая специализируется на лакшери-продуктах. Вот эти вот несуразицы, вот эти недоразумения, эти нестыковки, как-то вот это вот ввергает недоумение. Вот если это я могу рекомендовать к покупке, потому что здесь все сбалансировано. Ты от продукта получаешь ровно столько, сколько в принципе ты рассчитывал получить, плюс еще и стоит так себе. Ну 170 рублей, согласитесь. То вот это рекомендовать я бы не стал. Ты отдаешь 750 рублей за 40 грамм, ну 40 грамм, сами понимаете, это в 2-3 раза меньше, чем это обычно бывает. Там 100-120 обычно баночки. А вот то, что то. Это может изменить только мое непонятие ситуации. Но мы это только что обсудили, поэтому что к этому возвращаться? Недоумение. И сама компания Da Vinci, я уже на крупном плане начал несколько вот эту мысль. Если у кого-то есть какая-то информация, ребят, поделитесь. На их сайте любые кисточки, какие хошь. Для макияжа, там, для зубов, там, для красавиц, там, для куда-то вставить. Вот все кисточки есть, а кроме бритья. Но тем не менее я знаю, что они делают эти кисти. Где этот сайт, где это можно посмотреть? Почему его так тяжело найти? Почему на него хрен выйдешь? Ведь кисти-то они делают замечательные, судя по внешнему виду. И наверняка среди вас, вот кто у нас тут на канале вот ПМЖ уже получил, наверняка у кого-то есть помазок Da Vinci.
Ребята, может быть, вы как-то можете помочь. Найдите ссылку вот на этот сайт, где можно зайти посмотреть. Да, вот смотри, есть такие, есть такие, есть такие. Я все, что смог найти, это вот ты забиваешь в поиске, заходишь в картинки, там этих помазков туева гора. Но все они ведут на какие-то продажные сайты, но не на офсайт компании. То есть вот тут еще одна несуразица. То есть компания выпускает лакшери продукт, а сайт его хрен. Есть подобная история в Англии, тоже ребята там супер-пупер охренеть, какие помазки выпускают не за 3 копейки, и у каждого во лбу по 3 звезды горит, есть, а сайта у них нет. Если это из той же серии, ну тогда вопросов нет. Тогда вот. Вот так вот я отношусь к имени да Винчи. Ну и сам помазок. Ой, прошу прощения, Эдвин Джаггер. Это еще одна притча во языцах, которая вот сколько времени прошло, наверное, сколько уже лет 6, да, 7, сколько, я не знаю, сколько я уже в этом деле. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Все, она и больше вызывает вопросов. Потому что Эдвин Джаггер – это имя на слуху. Эдвин Джаггер и сразу всем все понятно. Это качество, это элегантность, это чуть-чуть подороже, чем у Мюля, но за это качество там как бы чуть-чуть и чем у Мюля. Но это наносная информация, вся внешняя. А когда ты начинаешь думать, начинаешь анализировать и пытаться разобраться, понять в конце концов, то куча вопросов, на которые ты просто не можешь ответить. С одной стороны, станки Эдвин Джаггер – это всегда good, всегда вещь. Очень много новичков себе их брали, и очень много новичков продолжат их брать. Это достаточно популярная компания, которая помимо станков выпускает еще там и аксессуары, и мыло, там, и помазки, и там что-нибудь еще выпускает. Ну, короче, вот все, что есть по бритью, вот это вот они и фигачат. Молодцы-то, конечно, молодцы, конечно. Но как это могло случиться? У них в линейке всего лишь одна голова. Одна. Полно компаний, которые выпускают 2, 3, 4, 5 больше наименований своей продукции и которые до сих пор еще не так на слуху, как Эдвин Джаггер. А у них всего лишь одна позиция, причем не самая лучшая. Да, это станок средней агрессивности, да, он подходит, бреет великолепно, отлично, но не всех и не всегда. Не всем он подходит. Для кого-то он агрессивен, для кого-то он мягок. И как так могло случиться, что всего лишь с одним наименованием компания раскачала свое имя так, что, бум, на весь мир? Как? Как, Карл? Вы можете сказать, ну на Мюлле, посмотри, у них два типа головы, да? То есть 89-я, 41-я, ну сейчас тут еще 95-я появилась. Ну там Open, Com, там, да. Ну это не одно и то же. У них хоть ассортимент побольше. Я фиг его знает. Я вот тут вот, я самоотвод. Я не могу понять, как вот на одной позиции можно раскачать. Это первое я не могу понять, второе я не могу понять. Ладно, если самая базовая модель, где-то там в пределах 20 фунтов стерлингов, там, ладно, это все хорошо. Но как, блин, они умудряются практически то же самое, только с чуть-чуть другой ручкой, продавать больше, чем за 80 фунтов стерлингов. Есть у них модель из нержавеющего станка, но там все понятно. Там все из нержавейки сделано. От головы до жопы, до ручки. Но тот, который там за 86 или за сколько, ну там по картинке, по крайней мере, ну понятно, что это силумин, что это литье. Ручка, ну возможно, да, точенная, комбинирована там с каким-то там деревом там или еще с чем-то. Но не оно же в конце концов тянет на 65, на 70 фунтов стерлингов. На 75. Но это как бы за ручку 75 фунтов стерлингов. Или сколько? 70. Но это перебор, явно перебор. Вот это я не могу понять. А тем не менее это присутствует. Тем не менее это есть. Третье, следующее не могу понять. Да, качество, да, великолепно, хромирование, ни сучка, ни задоринки, все красиво, все хорошо, ну, элегантно в конце концов. Но как ты вот это вот все не трансформируй, не перформируй, это все равно силумин или какой-то материал. Но это не нержа. И все это литье, ребята, литье. А литье всегда было дешевле, чем штучное. Ну, не штучное, а точенное на ЧПУ. Почему? Ну, наверное, в первую очередь организация производства. То есть производство все сводится к тому, что ты
на первоначальном этапе несешь какие-то хорошие затраты, там, стоимость формы, там, переделка, доделка, дарам-дарам, дарам-дарам, а потом ты раз заказываешь партию, допустим, там 5000 штук, 10 штук, да, если у тебя уже проверенное все, да хоть 100 тысяч штук, и это тебе будет стоить пшик да маленько. По идее, если бы вот этот станок, допустим, голова, стоила бы там ну, 5-10 фунтов стерлингов, ну нет, 5 это я борзанул, конечно, 10 фунтов стерлингов, да, но это бы они хорошо зарабатывали, но она стоит дороже. Тут я сам себя урезониваю, сам себя успокаиваю. Иванов, не считай деньги в чужом кармане. Люди работают, люди делают, вот не лезь, не лезь. Ты вон своими делами занимайся. Вот так вот я сам себя за уши беру, оттаскиваю и голову на эту тему не ломаю. Но все равно это не оставляет того, что многие литые станки продаются за достаточно приличные деньги. Ну, может, практика такая мировая какая-то, может быть, еще что-то. Я фиг его знает. Но в любом случае, в моем понимании, литой, допустим, из силумина, замака, нержавейки, они между собой должны отличаться. Потому что, ну, как бы, это равный уровень. Та шкала, которая у меня в голове, ну, вот самая низшая планка, это литье замак, силумин, вот эти вот все вот хохоряшки. Следующее, это уже идет литье из нержавейки, но потом за ним, следующее, еще рангом выше, это литье тоже из нержавейки, но с последующей обработкой на станках ЧПУ. Ты уже глядя на это изделие, ты никогда в жизни даже не скажешь, что это литье, потому что, ну, это по сути работа ЧПУ. И уже гораздо выше это изделие из ЧПУ, с применением станков ЧПУ. И уже просто венец, что выше уже, блядь, нахрен, извиняюсь за выражение, нету ничего. Это когда человек стоит и вручную сам точит. Там уже речь не идет о партиях, там речь идет просто об эксклюзивных изделиях. Вот мастер сделал. Потому что, ну, стоимость там будет, ребята, за шкалу соответствующая. Потому что это мастер делал своими руками. И, естественно, 10 одинаковых ему будет достаточно трудно сделать, потому что разбег будет, ой-бой, сколько. Постарается сделать, но ценник это увеличит изрядно. Вот так вот вся эта шкала выглядит у меня в голове. И когда, допустим, литье из замака по стоимости не так уж сильно отличается от изготовления на ЧПУ из нержавеющей стали, вот тут у меня начинаются вопросы, на которые, к сожалению, нет ответов. Это не желание посчитать деньги в чужом кармане, это желание понять. Вот такая вот фигня. Но в любом случае, фирма Мюлле, фирма Edwin Jagger эксплуатирует практически одну и ту же конфигурацию. У них там какие-то свои Wi-Fi, договоренности, все это, да, есть. Ну и молодцы, молодцы, у них до сих пор все получается. А что это может делать? Ну вот, смотрите, практически без красноты, без нифига. Ну и плюс еще элегантная вот такая викторианская тематика в ручках. Ну, красавцы, чё. Стоит ли покупать это новичкам? Ребята, если карман позволяет, кошелек, а что нет-то? Станок классный, обалденный. Ну а если финансы не так уж и это, ну тут варианты есть, варианты есть. Но вот то, что вот Миха взял вот этот станок себе, я больше чем уверен, что он его полюбит и будет с ним долго и счастливо. На ближайшие полгода, год, полтора, возможно больше он его закроет, потом только начнет думать, а что бы еще вот такое, вот что бы, где бы, как бы еще бы. Ну а пока у него, смотрите, какая красота есть, просто обалдеть. Ну, обо всем вроде поговорили. На этом разрешите с вами попрощаться. Добро.